Всем привет! Вы на канале Винтаж Гольдштейн. К сожалению, последняя часть из серии видео про макияж в стиле всех декад 20 века переносится на неделю вперед, потому что у меня появились для вас очень срочные и важные новости. Хочу немного ввести вас в курс дела. Почти 2 месяца назад, 1 мая, стартовал марафон, винтажный марафон под названием «Эдвардианская весна», в котором я наконец-то решилась принять участие. Это фотомарафон. Пока я буду вам рассказывать об этом марафоне, я хочу немного поделиться с вами своими фотографиями. Марафон «Эдвардианская весна» проходит уже не первый год. Его устраивает шикарная и очень изящная леди Оксана, которую мы очень любим и ценим. Как вы могли догадаться, марафон посвящен именно эдвардианской эпохе. Марафон всего длился 20 дней, и каждый день была новая тема для фотографии. Я нашла все темы марафона. Сейчас я хочу вам их перечислить. Первая тема называлась «Эдвардианский пикник» или «Эдвардианское чаепитие». Я выбрала чаепитие, потому что я очень поздно спохватилась и просто не успела бы сделать качественную фотографию в стиле эдвардианского пикника. Вторая тема выпадала на 2 мая, как раз была Пасха, и, соответственно, тема называлась «Встречаем Пасху». Третья тема, одна из моих любимых, кстати, называлась «Занятия на досуге». Как вы можете понять, мое любимое занятие на досуге — это, естественно, шитье. Четвертая тема называлась «Любовные истории» или «Нательное белье». В этот день марафона я решила повторить пикантные достаточно фотографии для того времени, но мне было очень интересно как-то воссоздать их, что ли. Но я старалась учесть все мелочи. Пятая тема марафона называлась «Представьтесь». Фотографию можно было выставить какую угодно, главное в стиле эдвардианской эпохи. В этой теме важно было само описание под фотографией. Нужно было рассказать о себе как о человеке, о себе как об участнике марафона. Я участвовала в первый раз. Это для меня действительно было что-то новое. Май месяц заполнился очень позитивными эмоциями и оставил очень теплые воспоминания. Шестая тема марафона — это фауна в эдвардианской жизни. Тоже одна из моих любимых тем, но, к сожалению, я очень много тем либо пропустила, либо не смогла сделать такие фотографии, как я себе задумала. Седьмая тема марафона — аксессуары. Восьмая тема марафона — деревенский дневник. Это была очень интересная тема, на которую каждый участник посмотрел по-своему. И я решила не изобретать велосипед заново, я решила просто сделать себе действительно деревенский дневник, самый настоящий. Девятая тема, тоже одна из моих самых любимых. У меня все темы любимые на самом деле. Называлась «Связь поколений». Десятая тема марафона называлась «Спортивная мода». Я решила, что лучше я пропущу некоторые темы, чем буду делать лишь бы что и лишь бы как. 11-я тема марафона — «Эдвардианская открытка». 12-я тема марафона — «Своя комната». Та же самая история, сами понимаете, май месяц, сессия, экзамены очень близко были на тот момент. Кстати, можете меня поздравить, я уже закрыла сессию, так что я вся ваша с сегодняшнего дня. 13-я тема — автохром. Это очень интересная тема, о ней можно говорить вечно, но, думаю, как-нибудь в другой раз мы обсудим обработку фотографий в стиле эдвардианской эпохи. Это очень интересно, мне кажется. Пишите в комментариях, хотели бы вы обсудить эту тему со мной. Четвертая тема — ожидание реальности. Я так скажу, я очень хотела поучаствовать в этой теме, но я насмотрелась разных фотографий, разных видео других участниц и участников марафона. Их работы были просто настолько потрясающие, что я просто поняла, что ничего гениальнее я не придумаю. Поэтому я просто решила пропустить эту тему, к сожалению. Не хочется за кем-то повторять, хочется сделать что-то новое, а
все работы были настолько шикарные, что мне просто не лезли новые идеи в голову. 15-я тема — дома моды. Скажу честно, я просто ничего не придумала. У меня уже достаточно много винтажной одежды, но пока что немного одежды в стиле эдвардианской эпохи, поэтому думаю, что до домов моды мне еще очень далеко. 16-я тема — жизнь богемы. Я очень ждала эту тему, потому что я еще в начале марафона придумала, какой кадр я хочу сделать, но, к сожалению, у меня тогда было очень много концертов, и я просто не успела. И кадр, который вы видите, я его сделала прямо в перерыве между выступлениями. Но мне кажется, под тему «Жизнь богемы» он очень даже подходит. 17-я тема — это благотворительность и милосердие. Тема достаточно сложная. Опять же, работы других участниц просто некоторые доводили до мурашек. Очень многие участницы создали образы сестер милосердия. У меня изначально тоже в голове была сестра милосердия, но мне кажется, что это очень глубокая тема, и у меня не было достаточно времени, чтобы очень тщательно продумать и качественно подготовиться к этой теме. 18-я тема — немое кино. Уже близился конец марафона, мои экзамены уже на тот момент начинались, и я думала, что я не доживу до конца марафона. Мне уже было самой очень обидно, что я так много тем начала пропускать. Но, к сожалению, так. Хотя немое кино, я бы хотела снять какое-то короткометражное аниме кино. Мне кажется, это очень интересно. 19-я тема. Это моя любимая тема. Сейчас я вам покажу фотографии, подождите. Я ее ждала, вот как начался марафон. Он даже еще когда не начался, когда Оксана объявила все темы, и я увидела 19-ю тему, все, я поняла, что вот к ней я действительно буду готовиться заранее. Я еще в начале марафона продумала себе образ на эту тему. Я даже кое-что сделала для этого образа. Тема называется «Мистика и сверхъестественное». Это просто... Для образа на эту тему я с нуля сделала себе шляпу. И, внимание, я ее сделала из картона. Не такого картона, как он называется, не знаю, тонкий картон, а из такого плотного рифленого картона. Я очень намучилась, но у меня получилась действительно неплохая шляпка, которую очень многие заценили, и что мне было очень приятно. Да, оцените и вы фотографии на эту тему, потому что я лично от них в восторге. И последняя тема марафона — это любимые участники. 20 мая мы, можно сказать, прощались с марафоном и рассказывали об участниках, которые нам больше всего понравились. Если хотите, можете в Инстаграме найти этот пост и увидеть немного работ моих любимых участников. К сожалению, поместились не все, потому что абсолютно все участники потрясающие, с шикарными работами, с роскошными фотографиями, с потрясающими костюмами. Это что-то... Я понимаю, что я еще такой чайник в этой сфере, потому что у меня очень мало, к сожалению, одежды в стиле эдвардианской эпохи, аксессуаров у меня совсем нет, можно сказать. Но мне это очень интересно. Будем с вами время от времени еще больше углубляться в начало 20 века. К чему я все это вела, собственно говоря? На самом деле все девушки принимали участие в этом марафоне ради удовольствия, это правда. Мы получаем неописуемые эмоции, и очень классно, что мы знакомимся друг с другом, мы общаемся. Я нашла подругу на этом марафоне, точнее, мы с ней познакомились еще до марафона. И именно она меня подтолкнула на участие, за что я ей очень благодарна. Леночка, спасибо тебе большое за это. Но марафон действительно укрепил еще больше нашу дружбу, потому что мы друг друга поддерживали, мы что-то подсказывали друг другу, и это очень ценно. Но помимо удовольствия,
абсолютно все участники еще получают какие-то призы в конце марафона, и это не может не радовать. Мне кажется, все любят подарки, и я не исключение, и я тоже получила приз, и я вам описать не могу свои эмоции, когда я услышала свое имя. Мне было очень приятно. И я сходила недавно на почту и забрала посылку. Я ее еще не открывала, я хочу это сделать с вами. Так что давайте посмотрим, что же я выиграла. Будет такой небольшой обзор. Ну что, начнем распаковку моего подарка. Вы готовы это увидеть? Боже, вы только посмотрите. Сонет номер 5. Коробочка, она замшевая. Обалдеть. Как же приятно, когда делается с любовью и со вкусом. Я это очень ценю. А, кстати, забыла вам сказать, я выиграла приз от лавки «Душистые радости». Я обязательно в описании оставлю ссылку на их инстаграм, но также они есть ВКонтакте и в Фейсбуке. Также у них есть сайт и онлайн-магазин. И, естественно, моя слабость — дореволюционный русский язык. Это целая открытка. Как это приятно. Так, ну что, будем распаковывать? Мне не терпится. Волнительно. Боже. Вы только посмотрите на это. Ах, это, конечно, просто... Ну что, давайте дальше наблюдать. А здесь еще одна открыточка. Как же это красиво. Класс. Душистая радость. Я безумно вам благодарна, потому что насколько здесь все сделано с любовью, я не могу передать. Это сейчас большая редкость. Мало сейчас такого встретишь, и спасибо вам большое, правда. Боже, аромат уже стоит на всю комнату. Я готова увидеть это. Очень новый формат для моего канала. Я никогда вообще в своей жизни не снимала распаковки, и это что-то новое, но... Господи, почему камеры не передают аромат? Почему? Я сохраню эту коробку. Сейчас. Она не хочет выключаться. Я сейчас, если честно, в таком шоке. Я этого очень не ожидала. Я совсем этого не ожидала. Как можно делать такие прекрасные вещи? Это так приятно. Кстати, кто не узнал, это был Генри Пёрсел. Можете перейти на мой второй канал, музыкальный, там, где я играю для вас на скрипке, и посмотреть Генри Пёрсела в моем исполнении. Послушать, точнее. Я надеюсь, что меня слышно. Я хочу показать вам, что здесь. Это духи, которые называются Сонет номер 5. Я вам не могу передать этот аромат. Если я правильно поняла, это духи для спальни. Как жаль, что вы не можете почувствовать этот аромат. Правда, очень жаль, потому что я просто не могу передать вам словами.
Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. На следующей неделе я обязательно подготовлю для вас видео про макияж. А пока что не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и обязательно нажимайте на колокольчик, если вы хотите, чтобы YouTube сообщил вам, когда выйдет новое винтажное видео. Спасибо вам еще раз, я очень вас люблю и я очень вам благодарна. Увидимся на следующей неделе, всем до свидания. Украдкой время с тонким мастерством волшебный праздник создает для глаз. И в то же время в беге круговом уносит все, что радовало нас. Часов и дней безудержный поток уводит лето в сумрак зимних дней. Где нет листвы, застыл в деревьях сок, земля мертва и белый плащ на ней. И только аромат цветущих роз, летучий пленник, запертый в стекле, напоминает в стужу и мороз о том, что лето было на земле. Свой прежний блеск утратили цветы, но сохранили душу красоты.